Привет! Сегодня вторая часть по созданию разбитого истребителя-перехватчика на берегу. Тот, кто давно меня смотрит, знает, как я сильно люблю создавать различные водные поверхности. Ну а перед тем, как начать, я хотел бы ответить на один из самых популярных вопросов из видео про пустыню Джаку. Когда будет готов стол? Сборкой стола уже занимаюсь не я, а контора в Москве. Они немного наснимали для меня процесса заливки эпоксидной смолой. Давайте вместе посмотрим, как это было. Говорят, что пузырей было много, но всех их удалось убрать. Да и в целом процесс сильно затянулся, так как до этого еще никому не приходилось делать нечто подобное. По задумке диорама должна встать в середине слэба. Ну что же, остается набраться терпения и ждать результата. Буду держать вас в курсе. Небольшой анонс на следующие видосы. Первое – это подробнейший процесс создания кайдзю в море из полимерной глины. Это самый простецкий и дешевый вариант создания моря, но при этом с высокой степенью реалистичности. Еще один видос по теме Звездных войн. На этот раз это убитый шагоход AT-AT. Техника выполнения моря совершенно другая. Оно полностью сделано из эпоксидки с частично погруженным шагоходом. Если у вас есть предложение, какой кусочек моря или воды реализовать, то пишите в комментах, буду выбирать лучшие идеи и реализовывать их. Небольшой момент, это видео не появилось бы на свет без викингов. Хочу поблагодарить викингов за то, что согласились стать спонсорами и провести совместный конкурс с крутейшими призами, новеньким 11-м iPhone Pro и MacBook тоже Pro. Викинги – это игра, которая уже не первый год возглавляет чарты среди военно-экономических игр-стратегий. Более 20 миллионов игроков со всего мира уже погрузились в суровый мир викингов, полный грандиозных сражений многотысячных армий в реальном времени. Однозначно каждый найдет в этой игре то, что зацепит именно его. Для меня это однозначно социальный элемент. Викинги – это командная игра. Здесь есть настоящее ощущение братства. Ты решаешь сам, с кем дружить, с кем воевать, что и как прокачивать. Прикольные миниатюрные постройки, прямо как диорама. Высочайшего качества графика, широкий выбор воинов, наемники, всадники, лучники и многое другое. Беспощадные и увлекательные сражения с реальными игроками со всего мира. Щедрые награды за выполнение различных квестов. И не менее щедрые призы за победу в конкурсе. 2 игрока, прошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. Ну а суперприз MacBook Pro сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца декабря среди остальных участников. Шанс есть только у тех, кто попытается. Внимание! Розыгрыш состоится 3 января. Ребята, каждый ваш переход по моей ссылке помогает мне развивать мой канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании к видео. Ведь вдобавок по моим ссылкам вы получите 200 голды и бесплатный щит. И сразу резко и мощно возвращаемся к резке основания диорамы из пеноплекса. Как обычно, режу термостанком. Так быстрее и срез получается ровный. 2 слоя пеноплекса по 2 см склеиваю термоклеем. Я пробовал 2 вида клея момента для пенопласта, но ни один не показал себя достойно. Ножом моделирую поверхность пляжа и делаю небольшое углубление для кабины экипажа. На пляже будет небольшая скальная поверхность. Делаю гипсовую отливку и крашу ее сначала в основной цвет. Беру побольше воды и специально не прокрашиваю в равномерный цвет. Дальше работа только со смывками различного цвета. Сначала идет темно-серая, затем голубая и дополнительно добавляю коричневую. Задача в том, чтобы это все хаотично стекало и заливалось во все углубления и складки. Ну и как только все подсохнет, я сухой кистью белой краской выделю все грани. Скала получит объем и будет смотреться реалистично. Для моделирования земли я, как обычно, буду использовать Sculpta-Mold. Развожу его с водой и наношу на пеноплекс. После высыхания Sculpta-Mold намертво приклеится к основанию из пеноплекса. Сразу же ставлю камни, они тоже будут прочно держаться.
Ставлю корабль в углубление, и как только смесь немного подсохнет, я уберу корабль. Останется четкий отпечаток, который я буду ориентироваться при финальной сборке. Основу для моря буду делать эпоксидкой. Для этого сначала крашу дно под цвет будущего моря. Секрет в том, чтобы дно помогало эпоксидке принять правильный градиент моря от темно-синего до светло-синего у самого берега. Если дно покрасить под цвет песка, а эпоксидке задать пигментом синий оттенок, то эти два цвета смешаются и скорее всего получится море грязного цвета. Берег смазываю клеем и засыпаю песком. Чтобы песок прочно держался и ни одна песчинка не улетела, я дополнительно прокапываю жидким клеем Woodland Cement. Теперь песку можно придать нужный оттенок. Акриловой краской имитирую мокрый песок. На момент приклеиваю корабль. Дальше использую материал от Woodland для имитации водорослей. Он легко клеится на клей, достаточно намазать клеем необходимую поверхность и посыпать дерн. Все, что не приклеилось, просто сдуть или убрать кистью. Заготовки с лета из леса помогут мне имитировать длинные водоросли. Промазываю мох клеем и приклеиваю к кораблю. В качестве опалубки я буду использовать оргстекло. Стекло намертво приклеится к эпоксидке, и если на него не наклеить малярный скотч. На термоклей приклеиваю опалубку. Развожу эпоксидку в пропорции 1 к 35 в двух стаканчиках. Пигментом подкрашиваю их в разные цвета. В одной будет темно-синий цвет, а в другой ближе к бирюзовому оттенку. Оба состава выливаю на диораму. Заливаю эпоксидку в два слоя. Второй слой заливаю после того, как отвердел первый. Этот тип эпоксидки отверждается очень медленно и проблем с пузырями не возникает. Снимаю опалубку, как видите, оргстекло легко отходит от эпоксидки. На ней остается только малярный скотч, который я потом легко уберу. Я хочу сделать пару длинных волн небольшой высоты с пеной. Использую технику рисования пены эпоксидкой. Думаю, многие слышали, такая техника называется арт-резин. Для этого сначала укрепляю скотч клеем. Затем наливаю прозрачную эпоксидку и белой эпоксидкой тонкой струйкой рисую линию у берега. Раздуваю ее трубочкой и подправляю зубочисткой.
То же самое делаю сзади корабля. Белую эпоксидку вытягиваю бумагой, дальше дорабатываю зубочисткой. У меня осталось немного материала для создания ряби на воде от компании Woodland. Его и буду использовать. Палочкой наношу его на поверхность эпоксидки. Материал очень капризный и требует немало усилий, чтобы он принял нужную мне форму. В процессе высыхания приходится постоянно подправлять форму, чтобы поверхность была неровная. Для создания пены я буду использовать вейперские хлопковые шарики. Ради теста решил попробовать вместо клея специальный состав Water Effects от Woodland. Он помогает имитировать брызги и водопады, по консистенции как крем, а после высыхания становится прозрачным. Смешиваю его с хлопкой и прилепляю у берега. Растягиваю хлопок так, чтобы было похоже на пену. Похожим способом делаю пену сзади корабля. Тут пены должно быть больше, и она плавно должна переходить в брызги. Чтобы имитировать брызги, хлопок уже формирую с помощью прозрачного глянцевого клея Liquitex. После высыхания немного подкрашиваю пену белой краской. Дополнительно имитирую набегающую воду и создам вторую волну. Для этого широкой кистью длинными мазками клеем Mod Podge делаю полоски таким образом, чтобы в начале клея было побольше, а ближе к концу поменьше. Там, где клея побольше, я раздуваю его аэром. После высыхания будет еле заметная реалистичная текстура. Все участки с пеной и корпус корабля рядом с водой промазываю глянцевым клеем для имитации мокрой поверхности. Клей уже высох и стал прозрачным, осталась только текстура набегающих волн. Белой краской рисую линию второй волны. На берегу решил добавить мертвого штурмовика. Тут я немного поторопился и упустил тот факт, что под костюмом, по идее, должен был быть тоже скелет. И он не должен быть уж таким объемным. Ну что ж, сделано то сделано, приклеил как есть. Сухой кистью темно-серым дорабатываю пляж. Таким образом создаю дополнительный объем на рельефе. Добавляю дополнительно немного растений.
Эпоксидку по бокам полирую до прозрачного состояния с помощью станка и полировальной пасты 3M. Крашу пеноплекс в черный и ставлю свой лого. Все готово, надеюсь, вам понравилось. Жду ваших предложений по будущим диорамам. Пока!